Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить тонкий, но большой по размеру пирог с фруктами. Я его назвала фруктовое ассорти. Фруктов в этом пироге по весу больше, чем теста. Чтобы сократить время видео, фрукты я предварительно помыла и нарезала дольками. В миске 160 грамм сахара. Часть сахара уйдет на обжаривание фруктов. Кладу 1 столовую ложку в сковороду и выкладываю фрукты. Здесь 2 крупных нектарина, 3 яблока и 7 слив. Все фрукты плотные. Общий вес нарезанных фруктов 970 грамм. Посыпаю их 2 столовыми ложками сахара и готовлю на медленном огне, пока фрукты не покроются сахаром. Добавляю 40 грамм грецких орехов по вкусу и готовлю, помешивая. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Фруктов много. Добавляю еще 1 столовую ложку сахара. Кстати, яблоки и сливы у меня не сладкие. Впрочем, нектарин тоже не очень сладкий. Орехи можете использовать любые, по вашему вкусу, или вообще обойтись без них. Фрукты покрылись сахаром, они готовы. Выключаю плиту. Форму для выпечки застелила антипригарным пергаментом и выкладываю в нее фрукты. Размер моей формы 35 на 26 сантиметров. Высота бортика 7 сантиметров. Равномерно распределяю фрукты по форме и даю им немного остыть. Готовлю тесто. В миску высыпаю 1 пакетик ванильного сахара. Это 10 грамм. Щепотку соли. И разбиваю 5 яиц. У меня яйца категория СО. Все продукты в рецепте комнатной температуры. Перемешиваю миксером, добавляю остатки сахара и взбиваю до посветления и образования пышной пены. Взбиваю на средней скорости миксера примерно 3-4 минуты. В этой миске 250 грамм просеянной пшеничной муки. Добавляю 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя. Это примерно 7-8 грамм. И перемешиваю, чтобы разрыхлитель равномерно распределился в муке. Добавляю 150 грамм мягкого сливочного масла. Жирность масла 82%. И немного обваливаю масло в муке. Теперь все содержимое миски добавляю в миску с яйцами. Перемешиваю до однородности на низких оборотах миксера. Перемешивать начинаю с одного края, постепенно захватывая все больше муки и масла. Помогаю себе лопаткой и снимаю муку со стенок миски. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Тесто получается достаточно густое. Вот такая у него консистенция. Выкладываю тесто в форму и равномерно распределяю по форме. Слой теста будет тонким, но фрукты нужно полностью покрыть тестом. Форму отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Выпекаю пирог в режиме вверх-вниз примерно 30-35 минут до сухой зубочистки. Мой пирог выпекался 30 минут. Даю ему немного остыть в форме,
чтобы я к ней могла прикоснуться руками. Пока пирог горячий, переворачиваю его, чтобы тесто пропиталось фруктовым соком. Снимаю форму и пергамент и даю пирогу остыть. Вот такой простой, вкусный фруктовый пирог у меня получился. Вблизи полностью показать его сложно, так как он большой. Но я все же попытаюсь вам показать, как выглядит пирог вблизи. Это вид сбоку. Отрежу кусок пирога. Вот его показать вблизи я смогу. Тесто в пироге похоже на песочное. Его мало, и оно суховато. А вот фрукты сочные, и их много. Поэтому пирог все же можно назвать сочным. Выглядит пирог привлекательно. Он ароматный и очень вкусный. Особенно пирог понравится любителям сочной фруктовой выпечки. Мои мужчины любят любые домашние пироги, а этот пирог очень любит мой сын. Свежие фрукты в пирог можно класть любые, по сезону. Или использовать любые замороженные фрукты и ягоды. Готовится фруктовый пирог просто и, несмотря на большой размер, съедается быстро. Рекомендую вам приготовить пирог фруктовое ассорти, он вам точно понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!